Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, сегодня опять хлеб. Готовим деревенский, вкусный, воздушный, великолепнейший хлебушек. Вот ингредиенты, готовим. Для начала поставим опару. Для этого в глубокую чашу всыпаем 8 граммов сахара, 8 граммов сухих дрожжей, вливаем 100 мл теплой воды, воду берем из общего объема. И туда же добавляем 3 столовые ложки с горкой муки. Муку тоже берем из общего объема. Хорошенько перемешиваем. Получается вот такое тесто. И оставляем в покое минут на 20-30. Дрожжи должны хорошо заработать, и опара должна хорошо увеличиться в объеме. У меня прошло 20 минут. Дрожжи отличные, вот такая опара у меня получилась. Вливаем сюда оставшуюся теплую воду, просеиваем оставшуюся муку, добавляем соль и начинаем замешивать тесто. Я это делаю при помощи лопатки, так как тесто очень нежное и очень липкое. Как только вся мука возьмет в себя влагу, добавляем растительное масло. У меня сегодня оливковое. И продолжаем замешивать тесто. Вымешиваем до тех пор, пока все растительное масло не войдет в тесто. Затем накрываем крышкой и ждем, когда тесто увеличится в 2 раза. У меня прошло полчаса. Смачиваем руки водой и складываем тесто. Вот это самый главный секрет в приготовлении хорошего хлеба. Когда вы работаете вот с таким полужидким тестом, обязательно обминайте его вот таким способом. Тогда хлеб у вас всегда получится воздушный и очень-очень вкусный. Затем тесто накрываем крышкой и даем ему еще полчаса постоять. Потом опять смачиваем руки, опять обминаем. Вновь накрываем и даем ему постоять еще 1 час. Итак, тесто у меня поднималось ровно 2 часа. Теперь припыляем стол мукой, выкладываем на него тесто, припыляем руки и вот таким образом, подсовывая руки под тесто, растягиваем его как бы в квадрат. Тесто очень нежное, прикольно с ним работать. Теперь складываем тесто. Вот так. И еще раз сверху. Получается вот как бы такой рулет. Сверху тоже тесто хорошенько припыляем мукой. Аккуратно перекладываем швом вниз. Подравниваем его. И делим это тесто на 4 равные части. Теперь берем каждый кусочек и аккуратно выкладываем на противень. Противень я застелил силиконовым пергаментом и сделал на всякий пожарный вот такую перегородочку. Хотя противень у меня большой, и тесто, когда расстоится, не достанет друг до друга. А вот если у вас противень поменьше, обязательно сделайте такую перегородочку, и тогда у вас все будет хорошо, и хлеб у вас между собой не слипнется. Теперь накрываем хлеб полотенцем и даем тесту отдохнуть еще 30 минут. За это время нагреваем духовку, на дно наливаем кипяток. Если у вас духовка не предназначена для такого, то можно вниз поставить сотейник с кипятком, либо бросить на дно несколько кубиков льда. Это тоже очень хороший вариант. Прошло полчаса, отправляем противень с хлебом в разогретую до 200 градусов духовку, нагрев вверх-вниз, и выпекаем в течение 30-35 минут. Хлебушек должен красиво зарумяниться. У меня прошло 30 минут. Извлекаем хлеб из духовки, перекладываем его на решетку и даем полностью остыть. Вот хлебушек остыл, смотрите и слушайте, какая корочка. Класс! Давайте отрежем, посмотрим, что внутри. Корочка хрустящая, но очень тонкая. Пробуем. Ох, и забыл я вам показать, какой он на мягкость. Вот, смотрите. Видите? Класс! Это просто супер!
ароматнейший, с тонкой хрустящей корочкой, нежнейший мякиш. Ну что еще нужно? Готовьте, радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Если появится еще какой-нибудь рецепт хлеба интересного, я, конечно же, обязательно поделюсь с вами. Ну, все, пока. Бормикс.